Всем привет! Меня зовут Анна Франк, я амбассадор компании Эталон Микс, и сегодня я продемонстрирую работу на губах на своих оттенках из новой линейки Фейва в коллаборации с Викторией Ведениной и Дарьей Резниковой. Давайте посмотрим на наш исходник. Здесь мы видим, что у нас имеются небольшие рубцы после герпеса. Также мы видим очень сухую нижнюю губу, поэтому нам важно перед тем, как мы начнем работу, подготовить зону губ. В данном случае мы видим, что у нас низ губы более насыщенный и верх более светлый. Поэтому моя задача максимально встроиться в природный подтон губ, так как имеются у нас рубцы и небольшие белесые участки. Поэтому я не буду брать сильно яркие оттенки для того, чтобы по заживлению у нас тон губ сравнялся. Сейчас мы сделаем эскиз, далее мы его закрепим и нанесем первичную анестезию для того, чтобы смягчить корочки. Я отрисовала эскиз. Что важно учитывать при отрисовке эскиза? Используйте правильные инструменты. Я использовала плоскую синтетическую кисть. Это очень важно, на самом деле, при нанесении хорошего плотного консилера. Наносим мы консилер достаточно близко к красной кайме. При этом стараемся выровнять нашу асимметрию. В данном случае она достаточно выраженная. У нас правая часть чуть выше, чем левая часть, поэтому максимально, насколько возможно, я ее скорректировала за счет белого валика. И сейчас я зафиксирую эскиз пудрой и приступлю к закреплению. У нас нейтральный оттенок губ, и я хочу максимально подстроиться в подтон ее предслизистой, так как у нас верх губы был достаточно светлый, а низ яркий. Поэтому я возьму за основу цвет Stardust, это минеральный пигмент, в него добавлю несколько капель цвета Satellite, это у нас органический пигмент, и пару капель добавлю розовинки цвета Polar Ray. Я сделала микс, и сейчас мы рядом сделаем растирку и примерно посмотрим по оттенку, что у нас получится. Также важно учитывать, что у нас цвет сразу после смотрится достаточно насыщенным, примерно на 3-4 тона и теплее, чем он будет по заживлению. Сейчас я приступаю к закреплению эскиза. В работе я буду использовать разные конфигурации игл. На закрепление эскиза и на первый проход я буду использовать универсальную иголочку единичку RL-LT 30 диаметр. И на второй дорабатывающий проход возьму иглу троечку 3RL 25 диаметр. И RL обязательно раздвину для того, чтобы у меня быстрее заполнился второй проход. Закрепляю эскиз на скорости повышенной, примерно если вы красите 5,5, то закрепляем на 6. И вот в данном случае у меня сейчас стоит 5,9. И на первом проходе, на прокрасе, я буду снижать вольтаж. Начинаю всегда закреплять с арки для того, чтобы ее не смазать. Если все-таки есть сложность закрепления марки, можно начинать с нижней губы, либо с уголочков. Сейчас я буду проверять свой эскиз, проверяю всегда каждый маленький участок с помощью охлаждающего геля Full Sense. Проверяю всегда при хорошем натяжении и вижу, что у меня остается тонкий волосочек. Да, то есть контур нам нужен только видимый нашему глазу и не должен быть яркий. И далее приступаю к закреплению латеральных частей. Я сейчас сняла первичную анестезию, наносила ее для того, чтобы смягчить особенно нижнюю губу. Она была у нас вся в корочках, сейчас она достаточно хорошо смягчилась, и поэтому приступаю к первому проходу. Я начинаю красить всегда с верхней губы, потому что у нас верх губы достаточно светлый, низ быстрее наливается, чем верх. Именно по этой причине прокрас у нас начинается с верхней губы. И начинаю красить с арки в уголок, с арки в уголок. Начинаем с приконтурного пространства, его очень важно проработать, так как в работе я использую в основе минеральный пигмент, и для насыщенности у меня лежит в миксе органический и гибридный. Я работаю не длинным штрихом, таким средним, примерно где-то 6-7 мм. Задерживаюсь немного в приконтурном пространстве, для того, чтобы она у нас хорошо прокрасилась. Делаю достаточно хорошее натяжение, но не давление. То есть, почему у нас бывает отечность на губах? Чаще всего по причине того, что мы сильно давим на зубы.
я всегда стягиваю зуб наверх и делаю хорошее натяжение. Крашу блоками. Штрих к штриху достаточно плотно укладываю пигмент. Чувствую движение, работаю движением маятник в две стороны. И наслаиваю на предыдущий блок на 80%. Достаточно такое плотное нанесение, несмотря на то, что пигменты достаточно хорошо и быстро имплантируются в кожу, я все равно делаю более плотную укладку. Стараюсь также сильно не тереть губы, потому что любое трение также приносит у нас излишнюю травму. Поэтому я делаю легкие промакивающие движения для того, чтобы снять излишки пигментов. Также важно учитывать при работе с тем же минеральным пигментом, если он у вас есть в миксе, он начинает немного темнеть. И иногда это мастеров смущает, пугает, да, то есть можно увидеть, вот как он сильно потемнел, но не стоит этого бояться, потому что после заживления цвет начинает смягчаться и теплеть. Это особенность оксида железа, да, который у нас дает именно такой прохладный оттеночек. Также я рекомендую при работе с данными цветами стараться не высматривать пигмент, потому что часто мастера хотят прокрасить, протереть участок и посмотреть, что там есть. Но в данном случае, если у вас нет сильной лужи, если губы красятся сухо, достаточно немножко притоптаться, снять поверхностный пигмент, да, и продолжать красить. В чем самое главное отличие мелкодисперсных пигментов и в том числе пигментов, которые я сейчас укладываю из новой линейки? Они у нас лежат в коже как вторая кожа, и мы не видим четкого яркого пикселя, в отличие от высококонцентрированной органики, которую мы укладываем в губы. Именно по этой причине я не рекомендую его постоянно стирать и смотреть, где он у нас лежит в коже. То есть дайте пигменту немножечко подняться. Я сделала первый проход на верхней губе, оставила немного места рубца, его доработаю на втором проходе иглой троечкой. И сейчас приступаю к первому проходу нижней губы. Обратите внимание на мое положение, как я фиксирую и растягиваю губу. Очень важно прокрасить уголочки губ. Я раскрываю большим пальчиком, тяну указательным либо средним от себя и сажусь таким образом, чтобы все линии шли ко мне в грудь. И также мизинцем рабочей руки раскрываю губу, делаю вот такую плоскость для того, чтобы хорошо прокрасить уголочки. Штрих у меня чуть короче, чем обычно, где-то сокращается до 5 мм. И начинаю прорабатывать штрих к штриху, задерживаясь в приконтурном пространстве. По нижней губе работа происходит так же, как и на верхней губе. То есть я делаю блок и наслаиваю на предыдущий блок на 80%. Также, если вы не плотно укладываете штрих, плохо его чувствуете, то я рекомендую сделать проход, один блок, и вернуться по этому блоку обратно. Если все-таки у вас идет более плотная укладка и вы чувствуете продуктивность вашего штриха, то тогда мы уже наслаиваем именно на 80% для того, чтобы не затоптаться на одном месте. Еще очень важный момент. При протирании я пигмент всегда протираю от себя, если я крашу на себя, и наоборот, для того, чтобы не смазать себе путь. Прокрашивая приконтурное пространство, я немного задерживаюсь и буквально миллиметр прорабатываю более коротким и мелким штрихом. Подходя к слизистой, мой штрих немного разряжается, для того, чтобы также не затоптаться на этом месте и для того, чтобы у нас не пошел отек. В целом работа на слизистой, она бесполезна, то есть на ней мы не работаем, на ней пигмент не приживется, но мы до нее доходим, но не затаптываемся. Обратите внимание на мое техническое исполнение, то есть у меня нет никаких диагональных штрихов, я двигаюсь все время прямо.
Я стараюсь прокрашивать хороший плотный проход на первом проходе. Сейчас объясню почему. Когда мы начинаем прорабатывать, у нас тут же идет хороший приток лимфы. То есть как у нас работает аппарат? У нас иголочка прокалывает кожу, создает ячейку в коже, и только потом у нас затекает туда пигмент. И вот в этих ячейках собирается очень много лимфы, которая потом не позволяет нам очень много укладывать пигмента, то есть она начинает его выталкивать. Чем больше мы будем делать проходов, тем дольше мы будем красить, тем хуже будет имплантироваться пигмент, и тем сильнее пойдет отек на губах. Поэтому стараемся хорошо прорабатывать на первом проходе, а на втором проходе уже дорабатывать те участки, которые не прокрасились. Также на второй проход можно взять чистый минеральный пигмент, например, чтобы создать такой более бархатный эффект. Например, если вы поработали каким-то насыщенным цветом и понимаете, что это достаточно ярко и хотите немного приглушить, то вот в данном случае можно взять цвет Stardust и проработать именно на втором проходе иглой тройкой. Если все же вы хотите остаться в более плотных, более насыщенных оттенках по заживлению, то работаем основным цветом в 2 проходах. Вообще, что важно на самом деле при работе с губами, это, конечно же, в первую очередь продуктивность штриха. То есть чаще всего именно страдает эта сторона, когда мы работаем либо в одну сторону, либо вообще непродуктивно, плохо касаясь, рвем кожу поверхностно. Поэтому здесь очень важно чувствовать, насколько хорошо вы прорабатываете каждое свое движение. Дальше еще момент по нижней губе. Когда мы красим приконтурный участок, я прошу немножко подбородком подняться, поднатягиваю кверху и хорошо вижу зону, где у меня линия отделяется от природного оттенка губ. Когда я начинаю подходить к слизистой, я губку немножко выворачиваю, для того, чтобы угол наклона мой не менялся. Мы сделали первый проход, сейчас я буду делать второй дорабатывающий проход иглой троечкой. Сейчас у меня 3 RL 25 диаметр. RL я раздвигаю одноразовым лезвием, отодвигая иголочки на одинаковом расстоянии друг от друга. Это очень важно. Иголочку подвысунули и немного прорезали. Наша задача сделать иглу, чтобы она у нас была на одинаковом расстоянии друг от друга. Сильно я не раздвигаю, иначе она будет тереться об стеночку. Почему я не беру RS, а беру именно RL? Потому что у RL более упругая пайка. И из-за этого прокол в кожу идет более продуктивный, в отличие от RS. Сейчас у нас будет финишный проход троечкой. Какие особенности при работе с этой иголочкой? Если вы с ней не работали, то вы столкнетесь с тем, что при первом касании вы увидите достаточно сильную лужу от пигмента. И если так случилось, ничего страшного, вы можете убрать эту лужу и начать работать дальше. То есть иголочка выплевывает первые капли пигмента и далее уже начинает хорошо красить. Я держу иголочку немного под углом. Если единичка я работаю под 90 градусов, то тройку я немного клоню под градус 85, даже иногда можно 80. Так игла заходит лучше под кожу. Сопротивление у тройки сильнее, чем у единички. Представьте, вот один нож вкалывает, либо 3 ножа вкалывает. Вот в данном случае у нас 3 ножа, и сопротивление сильнее. Именно поэтому я меняю угол наклона, чтобы у меня игла зашла на нужную глубину. Уже у меня не сильно плотные движения, более разряженные, но также с наслоением. Наслоение чуть меньше, чем на первом проходе, примерно на 50% на предыдущий блок. То есть моя задача сейчас закрыть пробелы. Все пробелы я вижу при натяжении хорошем. Там, где есть пробелы, я немного задерживаюсь, там, где пробела нет, я пробегаю. Движение вдоль и дополнительно добавляю движение диагональ.
Диагональные штрихи больше у нас ближе к слизистой зоне, для того, чтобы у нас плавно и мягко цвет перетекал в слизистую, чтобы не было ощущения, что у нас съеденная помада при заживлении. Мы уже видим, как у нас красиво насыщается оттенок. Также, кстати, есть такая особенность, да, у данных пигментов, что нужно время, чтобы они поднялись. То есть вы сделали первый проход, и может быть такое ощущение, что вы его не видите. Оно проходит буквально минут 10-15, цвет очень хорошо, красиво раскрывается. При работе с тройкой мы уже видим сразу, как он у нас начинает насыщаться. Когда я сделаю верх губы и приступлю к нижней, я вижу, что верх уже готов. Ну и если все же вам очень хочется бархатистого эффекта, то вы можете взять чистый минеральный пигмент, более светлый, и сделать данный проход троечкой чисто минеральным пигментом. Мы закончили. Посмотрите, какой у нас красивый и насыщенный оттенок получился, и какой бархатистый прокрас. И помните, что у нас по заживлению цвет будет на 3-4 тона светлее.